Всем привет! Вы на моем канале Моя Азия, с вами я, Милена, и сегодня вы узнаете, каким же ветром меня задуло сюда, в Корею. Но давайте по порядку. Сегодня вы узнаете очень много деталей обо мне, так что будьте готовы. Да, если вдруг у кого-то будет морально-физический шок, то лучше взять конфетку, шоколадку и, конечно же, чаек, чтобы это все быстренько принять внутрь. Надеюсь, таких вариантов не будет. Ну что же, начнем с того, что я все-таки обожала Азию еще такие с младшей школы. Тут сейчас скажут, как, ты же еще ребенок. Легко. Я думаю, был период времени, как «Дважды два» был канал обыкновенный абсолютно, и по нему периодически показывали мультсериалы. Японские мультсериалы, такие как «Макрос», «Роботек», «Лула, ангел цветов», да-да-да, и «Кэнди-Кэнди», да, конечно, «Сейлор Мун», ну, конечно же, «Сейлор Мун». Да, если вы застали этот период, когда вы с утра сами встаете, чтобы посмотреть новую серию, и скорее-скорее едите, и вот вас не надо поднимать в школу, как многих маленьких детей, и вы прям сами вот так прилипали к этому экрану, то явно вы были из моего века. Если нет, и вы встретили «Дважды два» уже будучи мега-супер современным молодежным каналом, на котором разные анимешки, значит, вы уже немножечко из современного варианта. Но с чего я вдруг завела этот разговор? А с того, что хочу, конечно же, вам сказать, каким же образом повлияла любовь к анимешкам на меня. А повлияла она конкретно, потому что я анимешник, косплеер, геймер, одна из первых девушек на сервере, плюс директор клуба современной азиатской культуры Кячи. Да, вот сейчас, конечно, да, вам надо это осознать. Осознали? И в период моей школы, уже в средней-старшей, получается, по нашим стандартам, я не могла найти свое место в классе, издевались, много чего было. Я нашла себя именно в том, что я была анимешница, косплеерша, геймерша. Обязательное посещение, конечно же, фестивалей, особенно воронежского, там, где мы все становились гораздо ближе, потому что мы приезжали для того, чтобы показать себя красивых, а не для того, чтобы заработать какие-то себе медальки. Да, такое еще было. И мы друг другу помогали, все вот эти моменты, я забыл парик, у меня отваливается кусок костюма, и ты там двойной скотч. Просто вот как бы вот этот период времени, я считаю, на мое личное мнение, был самым классным. Я понимаю, что многие вырастают, и многие мои знакомые друзья-анимешники, да и я, в принципе, очень сильно изменились спустя время и годы, но определенное влияние на нас все-таки возымела эта культура, в основном, естественно, японская, при том всем, что мы изучали в нашем клубе го, оно же падук, нас учили, обучали, у нас была каллиграфия, к нам приезжали друзья японцы, с которыми мы переписывались, они нам что-то дорассказывали, что-то допоказывали. Мы обожали чайные церемонии, ребята многие наши ходили на кендо. Это все вокруг как бы сподвигло меня на еще большую любовь к этому. Естественно, хочется изучать язык, потому что, влом просто читать сабы. Я думаю, многие так делают сейчас по отношению к драмам корейским. Влом читать сабы, и ты идешь учить корейский язык. Правильно? Но был тогда тот момент, когда я могла поступить в Токийский университет. Сдает на отлично экзамен при культурном центре Японии. Остается пройти собеседование. Что нужно сделать девочке, которая несовершеннолетняя на момент окончания школы? Конечно же, получить разрешение родителей. Если она получит, конечно. Как это произошло? Тут такое дело, я экзамен сдала в японском посольстве. Кажется, я набрала хорошее количество баллов. И если я пройду собеседование, то есть возможный шанс учиться в Японии. Нужно будет разрешение родителей, если я буду там учиться. Ты как? Твоя жизнь, что хочешь, то и делай. Мам! Нет. Я еще ничего не сказала. Я сказала нет. Ты, мам, послушай. Нет, ты не поедешь в Японию. Это ж бесплатно. Разговор окончен. Да, именно так и произошло. Тихо, вот не надо сейчас, вот мама не права, там что-то еще, поймите. Во-первых, родители за нас переживают. Я, конечно, понимаю, что мне до сих пор периодически больно вспоминать этот момент, потому что, тогда и... Но
Мама на то и мама, она иногда хоть и современный может отпустить, а иногда это такой же человек, который беспокоится за свою кровиночку, которая будет хер знает где, за много-много километров, а ты еще несовершеннолетняя, маленькая, хрен ничего не знаешь, вообще сама по себе толком деньги не зарабатывала, какие-то перебивки типа фриланса, и ты будешь совершенно в чужой стране, не факт, что у тебя там есть друзья, знакомые, кто за тобой следить будет, и не важно, что у тебя, по идее, там нянькать институт будет в какой-то степени, ты, в принципе, предоставлен сам себе на момент времени 17-18 лет. Ну, это логично, что мама не дала добро. Я решила тогда пойти по другому варианту, поехать туда туристом. И, конечно же, откладывать все мои денежки на день рождения, Новый год и другие праздники, плюс какие-либо фрилансные подработки на мою маленькую копилочку в Японию. Конкретно все деньги. Любую копейку, реально, вот в буквальном смысле, абсолютно все деньги. У меня разделялся мой, скажем так, доход, но я все равно копила, и вот, наконец-то, я накопила и готова ехать. У меня есть знакомый человек, у меня есть знакомый японец, который на протяжении многих лет нашего клуба Кячи все время с нами, он меня там встретит, приветит, плюс у него жена, все замечательно. И я уже, будучи на чемоданах, уже почти забронировала билет. Хлобысь! Взрыв на Фукушиме. Ну, конечно же, тут включается вся моя семья, куда ты поедешь, там радиация, станешь светиться в ночи, как минимум. Ну и, конечно же, меня не пускают. Наверное, месяца 2, беспредельного состояния плак-плак, истерила, но тут сестра мне подсказала, говорит, окей, ты так любишь Азию, ну езжай ты в Корею. Ну да, правда, да, ага, прям так далеко, прям вообще далеко. От Японии прям, от Фукушимы особенно. Ну, я такая, да, точно, надо попробовать. Благодаря моему опыту косплеера и того, что, в принципе, мы, косплееры, между собой все еще общаемся, неважно, потому что многие, ну, как бы, изучающие Азию, любящие, в принципе, Азию, наш брат поступал на языковые, либо любые другие факультеты, связанные с Азией, культура, будь то история, неважно. Благодаря вот этим факультетам они могли ехать по программам в разные страны. Один из таких человечков был, да, я говорю о тебе, мой ванильный. Мы периодически пересекались на фестивалях, но мы, как косплееры, естественно, видя себя в костюмах, нам очень трудно иногда себя найти в толпе обыкновенной жизни. Познакомились, так сказать, заново. Человек, естественно, с радостью меня принял и приветил, когда я приехала уже туристом в Корею. И вы не поверите, первое впечатление просто сделала фундаментальный, просто конкретный шаг в сторону Кореи. Мне очень здесь понравилось, потому что но это вот был вздох после того, как ты фактически пол своей жизни пытаешься уехать в Японию, у тебя какие-то проблемы по жизни. Я знаю, что у многих из вас, дорогие мои студентики школ, такая же сейчас фигня, никто не понимает, издеваются, и вообще я хочу в свою страну Японию, там, например, ну тут в Корею, скорее всего. И вот ты просто хочешь оторваться, потому что ну что-то да не так все равно есть, над кем-то да издеваются, гнобятся, да, у кого-то что-то не клеится, кому-то разбили сердце, и не только сердце, да, и как бы, да, розовые очки обычно трескаются стеклом внутрь, и ты понимаешь, что тебе просто нужно сменить обстановку, хотя бы на какой-то промежуток времени, там, в месяц хотя бы, где-то так. И я вот с такой же целью ехала в Корею, и это было просто вот фундаментально для меня. Я знала японский, сама учила, потому что сабы тоже никто не любит читать. И знала английский, потому что я геймер, и когда играла в мировых серверах, я, естественно, говорила на английском, общалась на английском, это же, в общем-то, типа мировой язык. По идее, мне должно это помочь, но на меня реагировали в 2011-м очень странно. Я, во-первых, была слишком худая на тот момент времени, видимо, считали меня моделью, может быть, или еще чем-то таким, при том всем, что я, в общем-то, как и многие из нас, обладала проблемной кожей и не очень-то уж и красилась, но приветили меня обалденно, вот честно. Ребята старались показать как можно больше хороших сторон, видимо, вот это вот гостеприимство азиатское, возможно, корейское, потому что я не знаю, так ли это в Японии. И я, изучавшая все это время Японию, японскую культуру, историю, зная то, что у них были стычки с Кореей в определенный промежуток времени, я сравнивала. А что здесь, а что там, а как здесь, а как там. И я могу сказать, что мое первое впечатление о стране было просто нереально позитивное.
Ребята красиво одеваются, хорошо себя ведут, прям-таки джентльмен, каждый второй пытается помочь, и ты не понимаешь, а что это ты мне помогаешь, а почему ты там берешь мою тяжелую сумку, потому что у них девочки там такая легенькая сумочка, ничего нет, ну ты возьми мою сумку, что ты не берешь мою сумку, а тут ты там вода, гуиде по городу, и не только по городу, там какие-то переводчики, ты там вот бегаешь с этими книжечками и так далее, у тебя там фотоаппарат лежит, это весит где-то килограммов почти по 20 твои сумочки, они берут эту сумочку себе на плечо и так понимают, что как бы, ну, мы и они, ну, вообще, да, как бы несовместимо. Они тебе все равно помогают, они кормят, показывают что-то, потому что вот было небольшое погружение, ну не без минусов, я точно вам скажу, минусы тоже были, но я не обратила на них внимания, потому что я уже была к ним готова морально. Я как бы сопоставляла, конечно, с Японией, и я эти минусы просто мимо глаз пропустила, был очень позитивный фундамент. Я поняла, что я хочу вернуться в эту страну. По приезду домой в Москву я начала искать культурный центр Кореи. Я понимала, что он должен просто быть. Неважно, что о нем на самом деле не так много информации было в интернете на тот момент времени. Нашла, пошла на курсы, потому что я поняла, что знание японского, английского не спасает тебя от того, что они зависают, смотря на тебя. И тебе нужно знать корейский. Но было сложно изучать язык, потому что толпа любителей, естественно, музыки, как бы драм и так далее, а ты как не очень-то в теме, потому что ты все-таки как-то больше в японскую часть окунулся, при том все, что японская часть на тот момент ну очень сильно запопсела, и каждый второй считал себя анимешником, крутым, вообще вау-вау-вау, и ты вот с таким багажом знаний, как косплееры, анимешники, смотришь на них и понимаешь, что ну да, ну хотя бы ты там поаккуратней, что ли, ну вообще-то ты не прав, ну да ладно, потому что просто прям руку отгрызут нафиг, если ты что-то не то скажешь-то. И ты понимаешь, что ты с ними уже общаться точно не хочешь, ты уже вырос, потому что многие моего поколения, анимешники, косплееры, они выросли, у них дети есть уже даже, но они все равно, они идут в ногу с любовью этой, они это передают своим детям, не в таком формате безумия, да, а в каком-то новом. Я понимаю, что это часть моей жизни, это Азия, это моя Азия, и я это люблю, и я решила, что так, раз мне в Японию не удалось поехать по учебе, и тогда гранты изменились в Японию, надо искать в Корею. Окей, поедем туда на языковые курсы и на месте все выясним. Поэтому стала цель накопить сумму, то есть мне там не хватало, у меня определенная сумма осталась, а точнее сказать, почти больше суммы от поездки в Корею осталось, все благодаря ванильному мишке. Люблю тебя. Помогла мне сэкономить, ребята тоже ходили, гуляли меня, тоже очень спасибо им, Кэмл, да, Йошихира, но я был братик Айон, я его до сих пор братиком называю. Люди действительно могут сделать картину и заставить вас передумать или просто поменять свое какое-то мнение. И я приехала сюда уже по учебе, накопив необходимую сумму, которую я копила, в принципе, где-то в районе 3 лет, точнее, докапливала. Спасибо маме, которая наконец отпустила меня и помогла накопить. И я приехала сюда уже как студентка курсов с желанием получить высшее образование, с возможностью вдруг там на магистратуру, докторатуру в Японию, может быть. То есть у меня был примерно такой план, никаких там оставаться здесь, что-то там такое, нет, я хотела получить вышку. И именно за этим я сюда ехала, и именно этим ветром меня сюда задуло. Правда, теперь вы знаете, каким ветром меня сюда задуло, вы узнали немножко поподробнее обо мне, да. И то, что я здесь осталась, это уже другая история, которую я, возможно, потом вам расскажу. А какая ваша история? Почему вы хотите в Корею? Опишите мне это в комментариях внизу. Не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал, будут еще видео. До новых встреч, пока-пока.